будет посвящен конкретно моей кровле, моей крыше. Предыдущий хозяин здесь не планировал вообще делать мансардный этаж, то есть утепление, просто должен был быть холодный чердак. Первым делом, что я сделал, это мы вмонтировали сюда велюксовские окна мансардные. Контррейка там набита, то есть продух, вентиляция кровли, она есть. У кого этого нету, это очень плохо. В любом случае вам придется тогда снимать покрытие, то есть то ли у вас там металлопрофиль, черепица, неважно что, все равно это нужно разбирать, делать вентиляцию крыши, бить контррейку, контрбрус. Еще хочу сказать, что армопой здесь везде залит по периметру 25 на 25. Итак, давайте разберем еще раз. У нас имеется ютафол, это гидропароизоляция. Она через себя пар не пропускает. Если я сейчас прижму утеплитель, возможно, пары, которые будут через него проходить из помещения, они там будут скапливаться и образуется просто конденсат, который в дальнейшем просто испортит всю стропильную систему, все сгниет и крышу надо будет менять. Отступил 5 сантиметров от ютафола и создал там воздушную прослойку. Ветер, который будет с-под конька заходить, воздух, он будет просто постепенно выдувать эту лишнюю влагу, и утеплитель не будет намокать. Наращиваем наши стропила по толщине, в зависимости от того, какой толщины утеплитель вы хотите сюда заложить себе в будущем. Сейчас поближе вам покажу, как я обрабатываю доску антисептиками. Использовать, естественно, нужно средства защиты. Это маску, перчатки. Обязательно, потому что это хрень какая-то, наверное, токсичная, потому что запах от нее такой ужасный. Сейчас я записываю видео и сваливаю отсюда из чердака. Так просто вам показал по-быстрому, как я это все делал. Заняло это у меня 1,5 часа в первый день. Получается, ночь, день сохло, и на следующий день опять 1,5 часа по второму разу. Все прошел, все в 2 слоя, как бы биозащитой, все дерево здесь обработано. Если вам интересно следить за всеми этапами утепления, последующей отделки мансарды, то подпишитесь сейчас на канал, чтобы не пропустить мои следующие выпуски, потому что видео слишком длинное, всю эту отделку делать это очень долго, поэтому будут выходить какие-то отдельные видео, буду разбивать ее на части. И, естественно, поставьте палец вверх, чтобы это видео, может быть, где-то всплыло, кто-то увидел, люди посмотрели, может, это будет полезная информация для них.